В жизни каждого человека возникает вопрос, как же ему получить гражданство. У большинства иностранцев это путь через карту долготерминового резидента ЕУ. Польша позволяет делать эту историю, как страна, входящая в Европейский Союз. Фундаментальное видео, я считаю. Мы в этом видео разберем, как получить карту долгосрочного резидента и почему, в каких случаях люди ловят штангу и не получают ее. Я в том числе такую словил, и я такой не один далеко. Давай разбирать. Да, давай разбирать. Статус резидента ЕУ, как ты сказал, да, это аналог ПМЖ в Польше. То есть, это бессрочная карта, которая выдается тебе на 5 лет, и потом ее нужно будет всего лишь обновлять. Угу. Только сам пластик. Только сам пластик, совершенно верно. Если говорить про требования, то я бы даже отмотал чуть-чуть во времени назад. Угу. Почему? Потому что, получая первое ВНЖ, уже надо планировать получение резидента. Считай, ты уже подался на карту резидента. Одной ногой ты уже впереди, да, и должен смотреть в сторону получения резидента ЕУ. Почему? Потому что есть определенные требования к получению статуса резидента. Угу. Сейчас мы о них более детально поговорим. Если мы говорим про то, почему ты должен в самом начале пути смотреть, какие требования ты должен выполнить. Одно из самых ключевых, касается сейчас, наверное, всех бизнесменов, да, это непрерывное местонахождение в Польше в периоде последних 5 лет. Угу. Что это значит? Вот непрерывно, это же непонятно. Ну, пока звучит стрёмно, да. Потому что, а как же в Испанию съездить или на Бали? Да, это значит, что в периоде 5 лет твои суммарные выезды не должны превышать 10 месяцев, а один выезд не должен превышать более 6. И тогда это засчитывается. Если мы хотим на Бали, то можно слетать на месяц на Бали, ничего страшного. И будь добр, вернись на базу. Не произойдет. Вернись в нашу темную Польшу. Да. Всем нашим клиентам, которые получают первые свои ВНЖ, мы рекомендуем уже на этом этапе заводить календари, в которых они отмечают, когда, куда и насколько они, собственно, ездили. Почему? Потому что ты потом это вписываешь. Потому что это придется действительно вписывать в заявление. Когда ты подаешься на резидента, ты указываешь, где, когда ты был и какой период времени. И тогда инспектор сидит и там это все пересчитывает. Если все сошлось, и у тебя есть 5 лет непрерывного пребывания, тогда переходим к следующему пункту. Надо иметь источник регулярного и постоянного дохода за последние 3 года. Что это значит? Это значит, что деньги должны поступать беспрерывно на твой расчетный счет, платиться налоги, и тогда у тебя все будет хорошо. Смотрит период последних 3 лет перед подачей на резидентство. То есть, если мы говорим про ВНЖ первое, то еще 2 года там можно как-то пытаться наладить бизнес или, собственно, работать, там, менять работодателей, как тебе заблагорассудится. Да, важный момент, что ты подаешься на карту только после 5 лет. Ты не можешь податься на нее раньше. Да. Именно поэтому ты сказал, что первые 2 года ты можешь еще как-то искать себя и там валировать, да, тестировать. Но потом тебе нужно следить за тем, чтобы не было этих дырок в заборе в месяцах, да, и у тебя был стабильный доход. Стабильный и регулярный доход, который тоже инспектор попросит тебя подтвердить. Давай сейчас пройдемся по всем критериям, все озвучим, а потом озвучим прям по каждому, где люди ловят штангу. То есть, и где не так, что происходит. Да. Ну, отдадим весь спектр, да. Естественно, у тебя должен быть сертификат знания языка на уровне B1, никак не ниже. У нас на канале есть видео, где я сдавал этот экзамен. После первого раза? Да. Скажи честно, сколько готовился? Я готовился ровно месяц, но я готовился интенсивно. То есть... А жил ты в Польше до этого сколько? А жил я в Польше до этого 8 лет. Поэтому у тебя месяц заняло. Да. Но у меня мувение, да, говорение, оно, в принципе, было на уровне B2, даже там... B2 точно. То есть Bardzo dobrze rozmawiasz po prostu. Да, я супер свободно с ними там философские темы прям поднимал, и они меня стопорнули и сказали: все, уходи, не трать наше время. Но это я. А большинство ребят, которые нас смотрят, они приехали недавно. Да. Поэтому важно знать, что нужно будет сдать экзамен, и желательно сдать его чем раньше, тем лучше. Положили сертификат в полку. И забыли, как даже слово «честь» пишется потом. Грубо говоря, да. Естественно, тебе нужно подтвердить
то, что ты проживал в Польше, и это подтверждается твоими прошлыми контрактами на аренду жилья, это подтверждается ежемесячной уплатой налогов, то есть мы собираем абсолютно все декларации за период, за все периоды жизни в Польше. Если ты подаешься по бизнесу, то, естественно, показываем корпоративные налоги и всю вот эту вот историю финансовую, в том числе и компаний. Окей. Это основные такие критерии. Если нужны будут четкие чек-листы, что нужно делать, какие документы собирать, вот там вот внизу оставим в описании ссылочку на чек-лист. Страховка. Должна быть социальная страховка, то есть это либо ЗУС, либо частное медицинское страхование. Да. Пожалуйста, не путать с документами, которые дают Медикавер или Люксмед. Это абонементы медицинские, это не страхование. Это просто, ребят, это просто это ваша карточка, как в тренажерный зал у вас есть абонемент, так и в Люксмед абонемент. Да. То есть не более того, да? Совершенно верно. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна легализация в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий. А если вы хотите, чтобы мы поработали над вашей легализацией, над вашим кейсом, то внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Ну, естественно, у тебя должно быть место для проживания в Польше, контракт аренды с твоим арендодателем, либо собственная квартира. И важный момент – это то, что именно по твоему контракту и месту проживания ты будешь подаваться. А это значит, что люди должны понимать, что если у них там контракт в Варшаве, то они будут подаваться в варшавский ужонт. Если они живут в Кракове, то в краковский. И это не работает так, что ты живешь в Варшаве, а хочешь в Кракове податься, да? А жаль на самом деле, потому что для некоторых это было бы прям спасением. Потому что, живя во Вроцлаве, люди даже временно переезжают в Краков, арендуют квартиры, чтобы податься именно по месту жительства, потому что Краковское управление по делам иностранцев одно, наверное, из самых лучших, отзывчивых и коммуникабельных, даже с этой точки зрения смотреть. По документам что-нибудь еще? По требованиям, точнее? По требованиям, наверное, нет. Мы перечислили все самые основные. Если нужно будет детализированно, прям какие документы, за какие периоды и куда их нужно оставим это под видео. Оставим под видео. Где люди ошибаются? Давай обсудим. В чем вопрос? Вроде бы звучит все легко. Тут можно делать ставки даже прям. Самый распространенный случай, почему человек не может податься на резидентство ЕС, это отсутствие сертификата B1. А сейчас еще после Нового года, в 2025 году, должны принять закон, который отменяет подтверждение знания языка на уровне B1 полициальная школа. Да. То есть, фактически, сертификат из полициальной школы скоро перестанет спасать всех. Ни для кого не секрет, что закончить полициальную школу в Польше – это можно сделать очень быстро и легко. Где-то там кривой ногой ты туда ходил, непонятно как. Да. Второй самый распространенный случай – это когда мы не можем подтвердить регулярный доход за последние 3 года. Да. Все бывает в бизнесе, все бывает в жизни. Иногда есть перерывы действительно в работе, когда мы не платим налоги, мы не получаем зарплату. Например, тебя уволили. Состоянии. Да, совершенно. Что же делать людям в такой ситуации? Есть ли свет в конце туннеля? Вот, допустим, я работал, и в каком-то там 2,5 года назад меня там уволили, я там искал работу, на пару месяцев выпал. То есть, есть ли шансы? Да. Потому что иначе мне опять надо ждать еще год. Да. А если меня в этом году уволили, то мне опять надо 3 года ждать. То есть, есть ли какой-то шанс как-то прохоботиться и получить карту? Нет. То есть, вообще не существует. Не существует способов как-то пролезть мимо законодательства, потому что инспектор, когда берет твои документы в руки, у нее есть четкая установка проверить регулярность. Видит дырку, извини. Окей. И даже месяц один выпадает, и она придирается. Может, какую-то объяснительную записку? На самом деле месяц – это не так критично, как перерыв там в полгода или 8 месяцев. Месяц понятно. можно обосновать. Да, все бывает в том же самом бизнесе, когда мы в этом месяце не зафиксировали прибыль, не заработали денег. Да. Перед Новым годом, как всегда, все уходят на праздники, никто не хочет платить инвойсы, им ничего не надо. И обосновать это можно. Объяснительная То есть, существует инструмент. Да, объяснительная записка, в которой мы рассказываем, почему мы в этом месяце не получили. Смотри, а вот еще такой момент. Я работал на работе, и, допустим, меня там уволили, и я заболел.
такое тоже ж может быть. И обидно как-то. Ты заболел, там месяца 2 проболел, не выводил себе деньги, новую работу не нашел. Конечно. Основания медицинские, в которых будет четко написано, что ты по состоянию здоровья находился там дома, никак не мог работать, не был трудоспособен, тоже пойдут для обоснования того, почему у тебя был перерыв, собственно, в доходах. Следующий вопрос. Часто говорят про инкубаторы. Что там с инкубаторами? Все-таки получают ли карты по быту, карты резидентов по инкубаторам или нет? То, что в инкубаторах, мы же знаем, только платится ПИТ, но не платится ЗУС. Да? Никаких складок из животных не отчисляются. Получают, потому что нет требования к уплате ЗУСа. Есть требования к наличию медицинской страховки. Окей, то есть нормально. Да. Это Инкубаторы проходят все документы от инкубатора. Вы подавали кого-то? Да, мы подавали людей на резидентство, никаких проблем абсолютно не возникало. Классно, цудовня. Где еще люди имеют проблемы? С чем еще проблемы? Мне кажется, что могут неправильно считать количество вот этих дней, и инспектор может пересчитывать и потом к этому придираться. Но это не критично, потому что можно просто чуть больше, еще там полгода пожить, да, и податься с запасом. То есть не на 5-й год податься, а на 5,5. То есть не критично, но тут важно отметить. Если ты указал одни даты в заявлении, а по факту инспектор пересчитала, и ты понимаешь, что тебе там 8 месяцев не хватает, то поменять обратно это не получится. Ну, да. Это носит заявительный характер. Ты заявил, что ты там отсутствовал такое-то время здесь. Никак по-другому обосновать не получится. Более того, для тех, кто рассчитывает получить ВНЖ в Польшу, уехать в Испанию, пожить там годик. У меня есть такой знакомый. Продолжать работать в Польше. На самом деле, я не скажу, что прям всех проверяют досконально. Но бывают случаи, а у нас недавно, кстати, был такой случай, мы подавали человека, и нам инспектор, мы подали заявление, в котором указали то, что указал клиент, да, и нам инспектор потом отдала свою версию, где он был. А как она, где она ее взяла? Никто не знает, и я, честно говорю, не хочу даже думать о том, каким образом она получила эти данные, но наш клиент сказал, что она права. С 2000 года абсолютно все выезды были зафиксированы. Ага. Ну, интересно. Поэтому очень важно понимать, что если идти на какие-то ухищрения, это еще не факт, что будет отказ, но это риск, который нужно оценивать заранее. Окей. Почему еще людям отказывают? Вот из ваших клиентов, где еще проблема у людей? Да, получается, польский язык, доход, польский язык, четко посчитать количество дней, страховка, да? Что еще? Ничего? Дополнительные документы о том, что ты получаешь доход на территории Польши, и тебе его хватает для того, чтобы проживать здесь, да? То есть на аренду жилья, на прожиточные себя, семьи и всех остальных. И мы считали в наших видео там туда-сюда по кругу по Варшаве стандартная семья, я, жена, ребенок, это там 1008 злотых, да? Да. Это порядка такая вот цифра и получается. Может быть меньше, тут главный такой месседж для людей. Может быть меньше, да? Ну, там, типа не 2000, понятно, но может быть 6000. Это уже вопрос инспектора и того, как ты там правильно, может, заявку подашь, может объяснительную записку напишешь какую-то. А может быть, ты арендуешь квартиру не в Варшаве, а за Варшавой. Дешево, да, дешево. Да, за 2000 злотых, и у тебя семья из 3 человек. Получается, 5 уже и хватает. И хватает, да. Кстати, да. Смотри, я хотел бы вот что проговорить. Это очень тонкий момент, где люди думают, что все в порядке, а тут есть нюанс. И меня инспектор за это вообще просто так пропесочил. Она говорит, ты же обязан заявлять, содержится ли кто-то у тебя там на содержании, вообще там конструкцию своей семьи. Я говорю, да, жена у нас вот в Польше мы расписывались, сразу польское свидетельство дали о браке. Она такая, отлично, и давай считать мои эти все доходы и расходы. И задает мне, она мне звонила и задает вопрос по типу, а чем вы занимаетесь? Я говорю, ну вот этим. Она говорит, ага, окей, а какие у вас расходы есть? И я такой, ну, за бухгалтерию плачу, еще там за что-то. Она, ага, ну, то есть немного, да? Я говорю, ну да, немного. Она говорит, ну, смотрите, у вас есть жена, и вы делите это все на двоих. То есть мой доход делится как бы на двоих, учитывается 2 человека. Жена тоже получала резидентство? Она получала карту по быту в этот момент. Обычно, да. И она такая говорит, что у вас 2 человека, соответственно, минималка у вас,
плюс еще жена, детей не было. Ну, короче, она прям акцентировала на этом внимание. Ну, это мы говорим о том, что твоего дохода должно хватать на проживание в Польше, плюс Да. прожиточные минимумы на всех. Да, Мы да, это проговаривали. мы это проговаривали. Ну, тогда, получается, просто историю рассказал, чтобы вы знали. Да, это... Нет, ты можешь сказать, мораль истории такова. Какова? Если у вас есть, по вам кто-то подается, Мораль истории такова, что если вы одновременно подаетесь на карту резидента, а ваш второй там муж или жена подается по вам на карту по быту, то вам может не хватить дохода. Могут отказать и тебе в карте резидента, и там жене в карте по быту. Вот, поэтому, да, надо следить за доходами. Надо следить за доходами, а еще и за расходами. И за расходами. И оказывается, там можно, ну, в хорошем смысле подмутиться. И если у тебя спрашивают, там, а есть ли еще какие-то расходы, если у вас они есть, то можно сказать, что нету. Я просто плачу за бухгалтерию, и я просто, я не знаю, работаю айтишником, нету у меня расходов никаких. Все чистая прибыль. Ну, тебе выгодно, чтобы как можно больше зафиксировали в чистую прибыль. Да. Вань, могут ли эту всю ситуацию забрать, аннулировать? Да, могут. И тут есть... О, как получается, неожиданно. Да, внезапно. Добрый вечер, как говорится. Во-первых, если ты получил резидентство в другой стране Евросоюза, польское резидентство будет аннулировано. Если ты выехал за пределы Шенгена более чем на 12 месяцев беспрерывно, оно будет аннулировано. Если ты превысил срок выполнения работы за территорией Шенгенского союза более чем 24 месяцев, разрешение также может быть аннулировано. Окей. То есть, это не такая штука, которую получил и поехал путешествовать по миру, забыл на 5 лет о Польше. Можешь вернуться, а уже резидентства нет. Ну да, а хотелось бы как бы забыть, да? Хотелось бы И иметь доступ к оставить. ЕС. Окей, так Но понятно. есть еще и плюшечка. Хорошая, на самом деле. Пирожок, Резидентство да. ЕС можно менять внутри Евросоюза на другое резидентство. Как, в то смысле, есть бесплатно польс- как-то или... как? Польское резидентство можно поменять на французское резидентство. Ага. Всего лишь нужно показать те же самые основания, что и были в Польше. Ну, то есть, ты приезжаешь, открываешь бизнес, начинаешь платить налоги, приходишь и говоришь... Либо на работу смотрите, идешь. Либо на работу идешь. Вот у меня есть работа или бизнес, который приносит постоянный доход. Вот у меня жилье, вот у меня было резидентство польское, хочу французское. Потому Такие что процедуры я хочу... есть, но не во всех странах Евросоюза. Не все это могут делать. Окей, интересный кейс. Ну, я, допустим, хочу свою жизнь связать там с Испанией или с Францией, да, и переподался там. Да. Как это работает? Какие сроки на получение? Тут самым правильным ответом будет твой. Ты знаешь сейчас из первых уст, насколько быстро это получается, но по факту в законодательстве прописано следующим образом. От момента личной подачи 6 месяцев на рассмотрение административного процесса, после чего выносится решение. Ну и потом, естественно, еще время на то, чтобы забрать карту. А расскажи, как было у тебя? Ну, у меня было... Я подавался в Кракове, у меня была такая возможность, и процесс был достаточно быстро. Мое дело взяли в работу до решения. От момента подачи 4 месяца прошло. То есть, даже не 6, а 4 месяца. Вот. Но это Краков, да? Да. Это Краков. Я еще туда записался в очередь. В очередь я ждал как раз тоже там месяц-полтора. Ну, то есть, по кругу оно все равно в полгода тебе это встает. Вот. Что это дает карта резидента? И потому что мы же понимаем, что это трамплин к гражданству, да? Да, совершенно верно. И остается нам, собственно, 3 года от получения резидентства до польского гражданства. Либо 10 лет прожить в Польше. Либо 10 лет прожить в Польше и на основании этого претендовать на получение гражданства. Да, но имея карту резидента. Совершенно верно. Она неминуема. Минуема только в одном случае, когда мы подаемся на гражданство через письмо президенту. Угу. Это видео, кстати, понравилось ребятам, подписчикам, да, и такая конструкция тоже есть. То есть, по сути, у нас есть 2 способа, даже таких 3 способа, как можно дойти к гражданству. Первое – сразу податься на президента. Второе – процесс получения карты по быту, потом карты долготерминового резидента и потом гражданство. И третье – это все процессы, связанные с корнями, да. Ну, то есть, это карта... Есть еще и 4-е. Карта поляка и потом вся остальная история. И 4-е. И 4-е, и 5-е. Во-первых, ты гражданство можешь получить через брак с гражданином Польши. Да. Но это займет некоторое время. А есть еще такая процедура, называется репатриация. Угу. Это когда ты в стране проживания собираешь документы, заносишь в консульство и претендуешь на гражданство сразу. Процедура
одна из самых сложных, длится порядка, наверное, 1,5 лет. Но есть кейсы положительные, где люди Сразу. получают такое гражданство. Вот так вот. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.